Здравствуйте, зрители канала. В общем, продолжаем очередную серию про 161 двигатель QMK. Проблема в чем? Мы показали, как его собрать, как все установить, по меткам, все дела. Поставили мы вот эту прокладку, которая у нас подходила по голове. Четенько, так, вот так. То есть все подходили. Это, я так понял, походу родная прокладка была. Здесь лежит прилегание хорошее, все, шикардос. Поработал немножко, порадовались мы чуть-чуть. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Начало гнать масло из-под головы. Где-то с этого района. В общем, в чем проблема? Как еще раз повторюсь, там поршневая какая-то стоит не родная. Было принято решение совместно с владельцем брать оригинальную поршневую. Поехал за ней. Товарищу звонил, кто работает с запчастями. Спросил, есть такая? Он говорит, есть. Ну все, приеду, заберу. В общем, достает он поршневую. Она на коробке написано 161 QMK. Ну, по факту, вот как, купили мы только прокладки дополнительные, вот, 161 QMK. Но по факту, эта прокладка получается как будто 157-го. То есть, да, под этот поршень как бы идет. Так, вот так покажу. Прикладываем мы по шпилькам. И что мы видим? Во-первых, болты вот эти не совпадают, которые боковые. Вот здесь вот, видите, перекрытия прям практически нет. То есть, так, ну да, вот по шпилькам перекладываем. Здесь у нас, то есть, вот с этой стороны покажу. То есть прокладка идет практически мимо. Видно, да? Угу. Видно, да? Хорошо, вот так. Да, да. Вот, соответственно, сами понимаете, что это слишком мало. И я понял, почему колдун передо мной, который над ним колдовал с бубном, поставил две прокладки. Одна, кстати, у нас практически прогорела. То ли он плохо протянул. Итак, что у нас получается, если... ну вот, еще что, момент. Как бы головка 157-я. 157-я головка. Как бы этот прокладка вот сюда встает. Все как родная, на болты. Только единственное, что увеличено. То есть вот эти болты совпадают. Тут по каналу все шикарно. То есть по факту что-то не то. То ли разные модификации 161 QMK движка, то ли просто бракованная партия 157-ю, как бы 157-й двигатель, как бы, а написали 161 типа QMK. В общем, мы не поняли, в чем дело. И была идея, а давай мы переделаем, раз у нас поршневая группа похожа на 157-й, давай поставим весь верх от 157-го. То есть головку, распредвал, соответственно, клапанная крышка тоже отсюда уже не подойдет. Тоже 157-го весь верх поставим, у нас как бы запчасти в наличии есть. Но, как видите, налицо проблема. Я ради интереса даже примерял. Она подходит по шпилькам, садится хорошо, все дела. Но проблема в том, что, видите, во-первых, высота головы чуть больше уже вот это. Дальше, видите, клапана на каком уровне расположены. То есть эта головка, здесь распредвал выше намного находится. То есть, соответственно, цепь ГРМ длиннее. Прилично длиннее, то есть там никак ничего не натянешь. Если поменять цепь, в принципе, все должно подойти. Но это все кропотливо. Лишние проблемы. Думали и решили сделать так же, как сколдовали до этого. Сейчас объясню, почему уставили две прокладки. Итак, вернулись к этому, к нашим этим вещам.
Ну вот на старых прокладках покажу. Сейчас мы их приложим по болтам. И видим, да, что у нас вот это место как раз проблемное перекрывается одной прокладкой ну, в общем, друг дружкой. Покажем на месте, как это получится. Так, давайте лучше. Вот это сначала приложим. Вот это накроем. Так, что мы видим? Вот эти проблемное место перекрывает вот это прокладка. То есть получается, что вроде так возможно и получится. Решили мы попробовать этот метод. Попозже я вам расскажу, получится, не получится. Но я думаю, вот так же и сделали, так же получилось от предыдущего колдуна. Поэтому масло отсюда уже гнать бы не должно. Дополнительный минус, что вот эти болты с той поршневой группой не совпадают, то есть их протянуть невозможно, которые вот эти вот. Сейчас покажу. Ну, в принципе, а что показывать? Вот эта прокладка показывает все, как это получается. Так, вот так. Да? Болты не совпадают. Это уже проблема. В общем, такие дела. Будем пробовать колдовать вот с двумя прокладками. Вот эта, которая прогоревшая прокладка, теперь у нас есть. Вот этот набор мы приобрели. 161 КМК. Так, этот набор мы приобрели. Вот так, да? То есть по размеру поршня подходит. И вот как бы замена вот этой прокладки у нас уже есть, которая прогоревшая практически насквозь. То есть будем собирать вот эту прокладку из этого набора и вот эту. То есть также мы это заколхозим. Скутер потому что готовится на продажу, как бы сказали. Если все получится, оставим как есть, как и было в принципе до того, как этого нашего момента, когда мы его разобрали, просто из-за того, что он заржавел весь, долго стоял, поэтому забарахлил. Если не получится, то будет 5-я серия, я думаю, или 4-я у нас какая по счету. Будем переделывать на 157-ю. Поменяем цепь, поменяем, от 157-го поставим. Придется менять цепи, голову со всем верхом. То есть распредвал, крышка клапанная. Ну вот на этом как бы все. Эта серия заканчивается. В комментариях напишем, получилось или нет. Просто снимать не будем, если все заработает, масло гнать перестанет. А нет, тогда будем снимать еще одну серию. Всем пока, до новых скорых встреч.